Всем добрый день. Защитные газы в сварке. Виды, разновидности, применения, также по способу сварки, какие сварочные газы и либо смеси применяют в аргонно-дуговой сварке, либо в полуавтоматической, плазменной резке. Сейчас обо всем по порядку, сейчас об этом буду рассказывать. Так, теперь про баллоны. Все мы прекрасно видели, как выглядит баллон. Баллоны у нас бывают маленькие, там от 10 до 50 литров, и большие стандартные баллоны. По атмосферам. От 100 атмосфер до 100, 150, 200 атмосфер в этих баллонах. В последнее время Линдагаз, Air Liquide делают баллоны уже, как сказать, закачивают туда именно по 200 атмосфер. На самом деле это выгоднее. Баллон чуть тяжелее, но это гораздо меньше времени у нас уходит для того, чтобы сменить баллон. Теперь по газам. Какие они бывают? Газы в сварке я сейчас имею в виду. У нас есть активные и инертные газы. Инертные газы в сварке, которые применяют, это аргон и гелий, которые не вступают в реакцию с металлом. И активные газы, это чистый СО2, углекислота, это азот, водород, кислород, ну и другие там газы. Я сейчас перечисляю основные. Теперь про аргонно-дуговую. Какие газы применяют в аргонно-дуговой сварке? Аргонно-дуговой применяет чистый аргон. Аргон, опять же, когда мы приходим покупать газ, мы видим то, что там у нас есть чистый аргон, есть высококачественный аргон, там 99.9999, это для медицины, но также эти баллоны этот газ можно использовать в сварке. Вообще в сварке на самом деле очень большое значение имеет и влияет защитный газ. Неважно, какое у вас крутое оборудование, расходные материалы, там ваша квалификация, да все что угодно. Если у вас плохой газ, да все, сварки нету сразу же, вы это прям сразу же видите, чувствуете. Ну это когда мы покупаем там, не знаю, 10 баллонов, допустим, на производстве углекислоты, либо там смеси, либо, ну в основном это по чистому аргону это касается. Когда мы берем аргона 10 баллонов на производство, и когда один баллон у нас все хорошо, отлично, дуга горит стабильно, качественно, но потом мы подключаем другой баллон, и у нас вообще сварка никак не идет, у нас споры, дефекты. У нас просто какая-то ерунда, дуга горит нестабильно, большое разбрызгивание, да все возможные там нюансы и минусы. От сварки, от газов, опять же, громадное значение имеет там качество, производительность, да и все остальное. Плохой газ вы сразу же почувствуете. Там, не знаю, элементарный пример, мой знакомый в Красноярске. У него небольшое производство, и ему нужен был чистый аргон. И в городе, в Красноярске, там несколько поставщиков. И он в разных местах купил 4 баллона аргона, и только в 2 местах оказался нормальный, хороший аргон, который для сварки, а в 2 остальных местах, там полная ерунда оказалась. Кстати, это еще зависит от того, что проходит ли сам баллон, процесс вакуумизации, это очистка, это то, что было в этом баллоне. Оттуда очищают, вытаскивают там грязь, влагу, те газы, которые были до этого. В общем, это очень важно. Находить хорошего поставщика газов, чтобы у него все было по технологиям, и чтобы газ был хороший, и очистка баллонов проходила хорошо. Ну и, естественно, стоимость была приемлемой. На производствах сложился такой момент, что там баллоны не покупают, а сдают в аренду. Допустим, там Линдагаз или тот же там Air Liquide, такие большие знаменитые бренды. То есть вы 50 баллонов взяли, использовали, потом вам привезли следующие баллоны, вы их поменяли. То есть фактически вы не покупаете сам баллон, вы просто платите за аренду. Иногда же продают просто баллон там углекислоты либо аргон, но это уже по меньшей фирмы, и там это, естественно, стоит гораздо дороже. Вернемся теперь к аргонно-дуговой сварке. Как я сказал, там применяют у нас чистый аргон. Иногда применяют гелий, смесь гелия, для того, чтобы увеличить проплавление, увеличить производительность там, для сварки алюминия. Используют. Опять же, если у вас там дом, дача, маленькая мастерская, ремонтно-восстановительные работы какие-то, вы диски свариваете, вам гелий не нужен, вам нужен чистый аргон. Также очень часто задают вопросы, а вот у меня осталась там какой-либо сварочная смесь для полуавтоматической сварки, там и аргон, и углекислота, а можно ее использовать для там сварки, не знаю, нержавейки, либо для сварки алюминия? Нет, для сварки алюминия, для сварки нержавейки в аргонно-дуговой сварке у нас используется чистый аргон, и это важно. Иногда пытаются там что-то колхозить, ни к чему хорошему это не приведет, и вы сами все это увидите на сварке. У вас будут дефекты, как сказал, поры, швы, да вообще сварка сама по себе процесс не пойдет. Кстати, еще не только крупные предприятия, а также иногда частники, иногда
там мелкие предприятия покупают смесители. То есть такое специальное устройство, стоит оно там, есть китайские, есть европейские, есть там немецкие, американские. Ну, китайский стоит около 30 тысяч рублей, где мы сами можем регулировать процентное соотношение там аргона и либо СО2, это для полуавтоматической связи, для полуавтоматической сварки. То есть у нас баллон СО2, баллон аргона, и мы сами уже делаем смесь такую, которую нам нужна. Теперь вернемся к полуавтоматической сварке. В полуавтоматической сварке в России очень распространена и СО2, обыкновенная углекислота. Сразу же хочу сказать, что во всем мире давным-давно, уже лет, наверное, 40, не используют углекислоту, потому что у нее очень-очень много минусов, а используют именно смеси различные. У нас в России, в СССР по разным причинам есть такая байка, то что, а может это не байка, не знаю, это правда. При том, что когда стране нужен был защитный газ какой-то для сварки, и тут была хорошо развита винная промышленность, там у нас как бы отходы идут СО2, поэтому этот газ СО2 пошел у нас в сварку. Ну это самый дешевый, самый простой газ, поэтому у нас, я, кстати, до сих пор езжу по предприятиям, по крупным предприятиям и вижу то, что используют СО2, но, как я сказал, у нее очень много минусов. Первый минус заключается основной в том, что на СО2 при сварке углекислоты невозможно добиться струйного переноса металла. Это когда у нас диаметр проволоки 1,2, когда у нас там 280 ампер, когда прям струя у нас идет, это чувствуется, ее видно и прям по звуку она ощущается. Это гораздо лучше качество сварки. Там на 0,8 проволоке можно струйный перенос, на единичке можно струйный перенос, там ток, правда, чуть поменьше. Ну, то есть самая качественная сварка это при струйном переносе металла. И также этот струйный именно перенос металла, у нас есть там крупнокапельный, мелкокапельный, различные переносы металла. Почему это, мысль потерял, к чему это говорю? То, что именно струйный перенос металла возможно добиться только именно в смеси. Также у смеси большое преимущество то, что минимальное разбрызгивание. При сварке СО2 у нас большое-большое разбрызгивание. Сразу же нужно 2-3, я не знаю, там помощника, кто будет очищать, убирать брызги, убирать те дефекты, которые образовались. Ну, брызг очень-очень много. Это большой, как сказать, это в никуда у нас уходит присадочный материал, проволока, либо там все что угодно. И еще время на зачистку приходится большое тратить. Также по качеству, я говорил, производительность гораздо выше. В общем, у смесей все преимущества, там нету минусов. Минус только есть цена, но когда мы считаем себестоимость изделия и те затраты, которые мы потратили на там, механическую обработку после сварки. В общем, смесь везде выигрывает. И, как я уже сказал, весь современный мир, там, Америка, Европа, я там на них не равняюсь, ну так оно и есть. Все используют смеси. А у нас, к сожалению, в России очень часто используют СО2. Даже конкретный пример там, в атомной промышленности. Ездил на завод, видел то, что там у них нержавейку даже варят в чистом СО2. Там специальный техпроцесс, определенный вид проволоки, он очень-очень дорогой. Но все равно нержавейку варят в СО2. Если мы коснулись сейчас нержавейки, сразу же скажу то, что нержавейку в полуавтоматической сварке варят только в смеси. 98% это у нас аргон, а 2% это у нас СО2. СО2 нужна для реакции раскисления. Ну, то есть это общемировой такой стандарт, сварка нержавейки в полуавтоматической сварке именно в смеси. 98 на 2%. Если мы будем сваривать нержавейку в чистом СО2, стандартными сварочными материалами, проволокой и так далее, то у нас не получится сварки. У нас зона термического влияния, сварочный шов просто элементарно начнет ржаветь. Нам, как сказать, не обеспечивает защиту именно сварочной ванны газ СО2. Поэтому тут нужна смесь. Кстати, некоторые еще говорят то, что а вот у меня остался баллон аргона. Ну, допустим, вот у вас дома есть аргон-дуговой пост, аргон-дуговая сварка и полуавтоматическая сварка. Там какие-нибудь источники на 200 ампер. И я хочу сваривать металл, черную сталь, в чистом аргоне. Да, это можно сделать, но опять же качество будет не то, шов будет такой с горбинкой, с выпуклостью. Нету СО2, нету именно раскисления металла. Ну, то есть качество сварного соединения будет совершенно, опять же, не то. Нужен СО2, нужна смесь. Стандартная смесь, самая распространенная, которую используют в полуавтоматической сварке, это процентное соотношение. Вообще называется она М21. Это ISO, сейчас я посмотрю, тут немножко. ISO 14175 от 20% до 15% СО2. Ну, то есть у нас там образно 80%, ну я сказал уже, от 20 до 15%, образно это 80% СО2 и там 20% аргона, либо там 18 на сколько? На 82. В общем, это процентное соотношение. И самая распространенная смесь для полуавтоматической сварки, это вот, как я сказал, М21 по ISO она идет.
Что еще сказать? Про полуавтоматическую сварку, про баллоны. Опять же, некоторые думают то, что, там, не знаю, лучше уж сэкономить на СО2. Куплю себе баллон, буду сваривать в чистом СО2, но тогда вы большое, как я уже сказал до этого, тогда у вас придется большое значение и уделять обработке сварочного шва после уже сварки. Ну, то есть, это элементарное сокращение времени. То есть, у нас в полуавтоматической сварке применяются либо чистый СО2, либо смесь. А также, кстати, у нас, вот я говорил, смесь это там, аргон и СО2. Также я видел и вижу на производствах и часто применяют различные смеси, связанные с кислородом, с водородом, с азотом. Допустим, приезжал я на несколько предприятий, заводов, где изготавливают мосты. И у них там сварочная смесь, где есть О2, где есть кислород, там небольшое процентное соотношение. Это опять же у них по техпроцессу это идет, это для того, чтобы были определенные механические характеристики в наплавленном металле. То есть это опять же имеет большое значение. По названию. Смесь у нас часто называют каргон, это как раз для полуавтоматической сварки, это где там от 20% СО2 до там, 80% углекислоты. Запутаться совсем, где 20% чистого аргона, а 80% углекислоты. Каргоновая смесь называется. Дальше что хотел сказать. В лазерной резке и в плазменной резке у нас используют тоже различные смеси. Там смеси у нас идут на основе чистого аргона, азота, добавляют опять же немножко кислорода. Но это все для таких промышленных предприятий. Если у вас, опять же, если мы вернемся к задачам, к простым, для дома, для дачи, простой аргон-дуговой аппарат на 200 ампер, мы используем для аргон-дуговой сварки чистый аргон. Если у вас там, опять же, там полуавтомат на 200 ампер, желательно использовать смесь. Если смеси нету, то лучше использовать там, ну, не лучше, а если нет выбора купить смесь по каким-либо причинам, то можно опять же использовать СО2, но качество там будет гораздо хуже. В принципе, все, наверное, в этом видео я рассказал. Кстати, я хотел сказать то, что в Европе и в Штатах, такую небольшую ремарочку, сейчас используют не простые смеси, там добавляют еще специальные газы. Это связано с безопасностью сварщика, потому что, как мы прекрасно понимаем, когда мы свариваем металл в полуавтоматической сварке, у нас выгорают, но там чуть ли не вся таблица Менделеева, различные легирующие элементы. И, естественно, сварщики всем этим дышат. Да, сварщики используют СИЗы, там, сварочные маски с подачей воздуха, респираторы. Ну, очень важно также там добавляют различные газы для того, чтобы уменьшить влияние выгорания этих вот химических элементов, которые у нас при сварке образуются. Ну, это как там опыт, опять же, там мира, там, технологии. Ладно, не будем о них. В этом видео я рассказал, какие газовые смеси и смеси для сварки используют в России, вообще в мире, для полуавтоматической, для аргон-дуговой, для лазерной сварки и для лазерной резки. Если я что-то пропустил, либо остались какие-то вопросы, то задавайте. Все, всем желаю хорошего дня. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.